Сергей Пыхтин. У вас, я смотрю, одни женщины на этюдах. Мужики куда-то подевались. Кого люблю, того пишу, Сергей. Боттичелли в основном был специалист по женской красоте, а Микеланджело по мужской. Есть у меня, конечно, и мужские образы, немало, но покажу в конце ролика что-нибудь мужское, раз вам так это интересно. У меня стойкое ощущение, убеждение, что ничего красивее женщины в мире нет. Это просто венец творения Всевышнего. Поэтому у меня внутреннее преклонение перед этой красотой во всех аспектах. И я пытаюсь всеми своими силами, пока жив буду, это показывать. Анджела Сидорова. Современники тянутся к местам великих людей. Вот и вы потянулись к дому Коровина. Потянулся. А у самого Коровина не было Коровина. Если я правильно понимаю, то Гурзуф его был одно из любимых мест. И здесь написано очень много его работ. И одна из работ – пейзаж. «Лунная ночь», по-моему, называется. С этим домиком, со столбом, который я тоже частенько пишу по-разному. Мне интересно написать по-своему, почувствовать это место. Но представляете, больше 100 лет уже прошло, этот дом со столбом стоит. Чудо какое. Большая честь просто здесь писать. И сам факт, что Коровин вообще существует, его живопись существует на нашей земле, это какой-то образец такой импрессионистической, такого новаторства, чистоты цвета, абсолютная точность попадания в тон, к чему он уделял огромное значение. В его заметках и разговорах со студентами он об этом говорил все время, как это сложно писать в тональных отношениях, и все время настраивал студентов именно на тон. А у самого Коровина не было Коровина. Может быть. А у нас есть. И вообще за нашей спиной такой бэкграунд, такая мощная команда художников классных. Есть у кого поучиться. Листай журналы, книги, ходи в музей, смотри, изучай. Елена К. Ну вот те же артисты, танцоры, музыканты, они же репетируют либо перед зеркалом, либо с режиссером в поисках лучших решений, оттачивая конкретный танец. Муз, произведение или спектакль? Конечно, репетируют, кто бы спорил. Хороший режиссер, как мне представляется, дает артисту канву. Есть образ. И какая же гадость, это заливная рыба. Вы думаете, что это было написано, что ли, в сценарии? Или там тепленькая пошла, наконец-то, водичка. Велика ценность импровизации. Да, мы видим мотив. Видим облака, видим горы, человек. Но можно же импровизировать на эту тему. Писать на эту тему гораздо интереснее, чем просто списать, срисовать как есть. Это недалеко от фотографии мы уйдем. И тогда художник на художника будет похож, работа его. А когда вкладывается душа, ощущение человек пишет, художник, это как раз джаз. А джазисты, они же собираются, они не репетируют, джейм-сейшн. Они садятся и начинают играть без репетиции. Они настолько чувствуют музыку, чувствуют друг друга, что каждый предлагает и ждет от коллег, что они, наконец, в этот раз, что они выкинут. Музыканты, скажите, джазисты. От этого каждый распаляется, зажигается и хочет что-нибудь выпендриться тоже. Я за импровизацию в живописи и всеми силами стараюсь, мне просто это нравится. Стараюсь писать по-новому каждый раз. Давайте сейчас нажмем дружно кнопочку нужную какую-нибудь, пробелка, чтобы канал развивался. Николай Шарахматов. Мы почему-то не стесняемся показывать свой нос, глаза, руки.
А вот гениталии – это табу. Хотелось бы знать, откуда и почему это произошло. Ведь все мы ходим в туалет, он поясняет, значит, чтобы понятно было, и по большому, и по малому, Николай пояснил, но почему-то стесняемся этого. А был фильм такой, я видел самолично, английский, по-моему, может быть, кто-то скажет, что это за фильм, там крупный план, стол, чопорные англичане, тарелочки, вилочки, кушают, все, значит, камера отъезжает. Ну, представляете, да? Становится более общий план. И становится совсем общим. То есть и показано, что все сидят за большим столом, такое какое-то графство такое, но сидят они не на креслах, а на унитазах. Кто-то там нажимает кнопочку, водичка льется, сидят и кушают. Но это такой художественный режиссерский прием. Он хотел этим что-то показать. А откуда это пошло? Ну, давайте поговорим об этом в нашем сообществе. Может быть, здесь не очень хорошая такая база на Ютьюбе. Хотя можно же найти какие-то слова правильные, чтобы нас не прогнали отсюда. Николай же заявил эту тему. Вот он же хочет, чтобы гениталии не были табу. Нет, но есть же в Африке племена, где это не табу совсем. Ну, у нас в России вообще скоро думать запретят и не разрешат смотреть на картины, где обнаженка есть, обнаженные модели. И на Давида, наверное, нельзя, только через пальцы можно подсматривать. Если кто-то из вас бывал среди нудистов, наверняка вы замечали, что моментально все исчезает из поля зрения, все вот эти вот гениталии, когда ты просто общаешься с природой. С человеком общаешься, ты ничего не замечаешь вот этого всего, то, что там мотается. И каждый же знает, что купаться обнаженным в море – это великое блаженство большое. Совершенно другое ощущение, чем в труселях. Для меня человек красив. Все, точка. И я пишу человека, его красоту. Была недавно выставка в прошлом году в Чертаново. И организатор выставки сказал, что вот эти работы, у нас, пожалуйста, не привозите обнаженную тему и алкогольную тему. Я говорю, ну как же, это же дискриминация. И даже еще одна у меня работа есть, такая красотка Мэри. Там, в общем-то, она и не обнаженная. Уберите, пожалуйста. Здесь дети. А что дети? Сидит девушка, ну, в чулках, и что? Зовут еще туда выставляться. Я уже думаю, как можно вообще устроить цензуру художнику. Значит, кто-то лучше знает, что мне получается писать и что мне показывать. Странно все это, да. Мона Лиза. Скажите, а этот семинар можно сделать онлайн на озере Байкал? Я буду с 7 по 11 октября проводить семинар на Ольхоне. Приезжайте, записывайтесь. Я из Испании, не могу приехать. Ну, что ж не можете, приезжайте и поработаем вместе. Онлайн совсем не знаю, я думаю, будет прохладно в октябре. Видеозапись, может быть, я организую, чтобы что-то записать, но так, чтобы онлайн-семинар, это, конечно, ну, не в этот раз. Так что извините. Неля Гурьева. А где можно купить такую палитрочку легкую? Я на пластиковой работаю, в фикс-прайсе для нарезки овощей покупаю. Ну, речь идет о любой палитре, которая закрывается. У меня несколько их. И я туда вкладыш такой пластиковый вкладываю, белый пластик. Ну, я покупал такая вот для лепки пластилина для детей в каком-то обычном магазине канцтоваров, что ли. Ну и на двойной скотч прилепил. И очень доволен, потому что все-таки белый цвет основания палитры очень важен. Ты все время как-то так, ну, подстраиваешься под этот белый цвет, когда делаешь тонкие нежные замесы. Тебе же ни с чем сравнить, если белого цвета нет. А он есть на палитре, поэтому она важна белая. И тонкой к белому сравнению у тебя уже сразу есть, ты можешь очень нежные цвета точно совершенно замешивать.
Ну вот пластик для лепки пластилина. Ну, может, в каком-то хозяйственном магазине еще что-то такое продается на эту тему. В нашей школе появился новый видеоурок, так что вы заходите и выбирайте что-нибудь. Я же делаю это для вас, для того, чтобы было продвижение, рост мастерства. У каждого будет мощная команда. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход, с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом. И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно, но ход работы, композиционное решение, выстроенные решения, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет, но есть разделение тональных пятен, и они работают, вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих. Интереснейшая задача. 43-й урок.